Всем привет! Сегодня я к вам с блинами, картофельными блинами из пюре, которое осталось. Очень просто все делается, быстро, вкусно, сытно и красиво. Попробуйте и пусть вам будет вкусно. 2 яйца разбиваю, неполную чайную ложечку соли. Так как пюре соленое, то я не кладу много. Пол чайной ложечки сахара. Сразу перец. Миллилитров 50 молока, 50-70 растопленного, не до конца, но почти растопленного масла, можно и до конца растопить. 5 зубцов чеснока, да, я люблю много чеснока положить, если вы не любите, можно вообще не класть, но чеснок очень хорошо дружит с картошкой, поэтому получается очень вкусно. Зелень. Зелень тоже используйте ту, которую любите. Зеленый лук, петрушка, укроп, кинза. У меня здесь чуть-чуть кинзы, чуть-чуть укропа. Соединяю, перемешиваю все. Выкладываю пюре. Вот у меня здесь осталось пюре от 3-4 крупных картошек. И я немного сейчас добавила молока, потому что у меня достаточно молока и сливочного масла в пюре. Пюре очень нежное получается, просто в этот раз что-то я очень много прям сделала. И кому интересно, оно вот воздушное, нежнейшее получается, потому что я его взбиваю с миксером и с сырым яйцом. Кому интересно, я поставлю ссылку в описании, перейдите, посмотрите. И теперь хорошо просто смешиваю в однородность всю эту массу. Насыпаю первый стакан муки, 160 граммов. И муки здесь зависит от того, сколько у вас пюре осталось, вы используете, сколько вот масла положили, молока. То есть смотреть нужно по состоянию теста, какое оно получается. От 300 до 400 граммов муки уходит. Пакетик разрыхлителя. Перемешиваю аккуратно, вот смешиваю. Пока вилкой или ложкой. Добавляю немного еще муки. И вот когда уже тягучее такое тесто становится, добавляю еще муки. Вот все вместе уже 350 у меня ушло. Здесь уже лучше переходить рукой. Хорошо просто перемешиваю. И вот тесто еще липкое очень, добавлю еще 2 ложки муки. И вот тесто, оно должно немножко еще липнуть к рукам, но оно вот уже такое мягкое, хорошо податливое. Накрою пленкой и оставлю отдохнуть 15 минут. Выкладываю тесто на стол, обминаю на столе и разделяю на, ну здесь у меня на 8 частей получится. И теперь каждый кусочек вот так вот обваливаю, складываю на тарелку перед раскаткой уже самого блина лепешки. И вот такая вот красота получается. И пока раскатываю каждую лепешку, нужно накрыть тарелочку, чтобы тесто не сохло. Я подготавливаю 4-5 лепешек, вот так вот на доску кладу и начинаю жарить, а потом остальные докатываю, пока уже идет жарко. Раскатываю вот в 3 миллиметра. Тесто уже совершенно не липнет и очень нежное. На среднем огне разогреваю плиту сначала, а потом наливаю масло. Чуть-чуть подогреваю масло и выкладываю лепешку. И жарю с 2 сторон. Иногда это 2-3 минуты, иногда 3-4 минуты до золотистого цвета. На каждой стороне вот по несколько минут. Смотрите, чтобы это не горело и чтобы это было до золотистого цвета. Я не жарю с закрытой крышкой, чтобы вода не капала в масло, чтобы ничего это не стреляло, без крышки. И вот такая вот чудесная стопочка с блинами получается. У меня даже получилось 9 штук, не 8, как я разделила. Смотрите по своей сковороде, по какой толщине вы хотите, чтобы у вас получились блины, или как я называю, лепешки. Очень вкусные они на завтрак, обед и ужин, везде подходят. Делайте, готовится очень быстро, особенно если у вас некуда деть пюре, то вот вам такой вариант. Блины или лепешки картофельные, очень вкусные. Делитесь этим рецептом с друзьями, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые блюда. За лайки вам, конечно, всегда спасибо.